Привет всем! Это Маша и Максим, белые лебеди, которые к нам пришли снова. И вот они перекусывают из ведра. Также мы увидим, как мы гуляем с Арчиком по льду. Эта прогулка закончилась для меня не очень удачно, и я провалился. А также в конце мы увидим семейство белых лебедей, голубь-голубка с птенцами. Итак, давайте. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиахерзее и зима-зима. Озеро замерзло. Это случается не часто, не каждый год. В прошлом году было вообще минус 9, самая холодная температура. А в этом году стояло несколько ночей минус 13. И вот смотрите. Я проверяю своей палкой. Нет, бесполезно, все замерзло. Соответственно, вопрос, где наши лебеди и как у них обстоят дела. Вот смотрите, ни лебедей, ни уток, никого. Еще вчера все было нормально, а за ночь озеро стало. В нашей части оно замерзло не полностью, но вот утки потом подошли. Я насыпал уткам с утра сухого корма прямо на лед. Утки пришли, собирают. А искать лебедей я поехал в разные части озера. Сначала это западная часть, западная оконечность. Видите, часть озера замерзла. Самый западный участок еще не замерз. Там ветрено. Он замерзает всегда последним. Летим, и никаких лебедей. Это у нас музыкальная академия. Раньше это был монастырь монахов, бенедиктинцев, очень старый, очень красивый. Это в селе Осиах находится. Потом я поехал в заповедник. Это восточная конечность озера. А здесь видел 2 лебедей, много уток, но семейство голубей, голубь-голубка и 6 взрослых птенцов. Вот этого семейства я тут не нашел. Они, вероятно, улетели. А лететь отсюда недалеко, до незамерзающих озер в Словении и Италии 4, максимум 5 часов. Это обычный ночной перелет для лебедей. То есть никакого труда не составляет взять и отлететь туда. Видимо, они так и сделали. Я полетал над заповедником, посмотрел. Ну, тут тоже речка впадает Тибель, а там, где впадает река, еще не замерзло озеро. Это стоянка рядом с заповедником. Я понял, что наша семья лебединая, видимо, улетела. И возвращаюсь домой. В тот день, в первый день, лебеди так и не появились. А на второй день с утра вот эта парочка. Было предположение, это могли быть голубь и голубка. А птенцы уже живут отдельно, они могли прилететь позже. Но я решил подойти посмотреть. Другой вариант – это Маша и Максим. Это пара лебедей молодых, которые тоже к нам приходят. Но когда семейство голубей у нас, они их прогоняют. Лебеди, они в принципе территориальные птицы, защищают свою территорию. И мне надо подойти поближе, посмотреть, собственно, кто это такие. А я подошел и определил, да, это Маша и Максим. Они воспользовались тем, что семейство голубей куда-то делось и пришли. Вот, смотрите, идут по льду. Ну что, дорогие? Давайте будем Еду лебедям надо давать в воде или рядом с источником воды. Это очень важно. То есть лебеди не могут есть сухомятку. Вы это, пожалуйста, учитывайте, если кормите. А ты чё стоишь? Максим уже вовсю перекусывает. А Маша в этом отношении, она стеснительная.
Они не знают, вот, что так можно. А кроме того, Максим ее в строгости держит. Он не все ей позволяет. У них такие сложные отношения. Это у нас Маша с Максимом пожаловали. Да, голуби-то улетели, поди. Всем семейством. Это молодая пара, у них еще не было птенцов. Вероятно, они выведут своих первых птенцов вот в 2021 году. Ну, подождем. Давай, давай, не стесняйся. Видишь, муженек тут наворачивает вовсю. И ты присоединяйся. Что стесняешься? Да, видишь, он в ведерке-то. Все, разобрался уже? Вот. Давай, Маша. Не стесняйся. Такая ситуация, когда приходилось лебедей кормить из ведра, уже была несколько лет назад. Я тогда еще не снимал видео. Тогда мы кормили голубя и голубку. Ну, в том году у них не было птенцов. И вот они вдвоем приходили по льду, и мы их кормили из ведра. У них сейчас тяжелое время, на берегу снег, озеро замерзло, у них нет пищи. Поэтому в вот этот период им важно, чтобы их подкармливали. Ну, на тебе налет, если ты вот налет пособирай, но водичку тебе все равно надо. Ну, вода в ведре-то есть. Вот, Максим-то, видишь, сообразительный, а ты немножко вот стесняешься. А лед уже достаточно прочный. Уже, в принципе, я могу здесь, вот возле пирса, сойти на лед. Я потом покажу вам кадры, снятые уже со льда. А я им сначала даю сухой корм для водоплавающих. Вот эти горошки. Они им более привычны, они их знают. Они не знают про другой корм, который на кормушке. А вы, значит, улетать не стали. Ну, молодцы. Вот, потом они будут есть из кормушки. И потом я сделаю им прорубь. Это арчик на поводке. Вы уже видели арчика на поводке в ролике, как его нашел дрон. Если не смотрели этот ролик, обязательно посмотрите. Вот захватывающий триллер. Поиск арчика с помощью дрона. Вот он сошел на лед, гуляет на поводке. Чуть позже я буду его прогуливать уже на рулетке 8-метровой. И там мы с ним попадем в ситуацию. Вернее, я попаду в ситуацию. Я пойду по льду, и лед подо мной провалится. Да, была и такая ситуация. Ну, Арчик. Ему все нравится. Он такой спокойный мальчик. Когда на поводке. Ну вот видите, эта парочка. Все, уже Машу допустили до ведра. Вот. А Максим отходит из-за котика. Ну, вот у нас и Маша решила тоже из ведерка попить. Это он на котика. Ну, Максим отошел пошипеть на котика. Если вы смотрели предыдущие видео, то знаете, что у Арчика и Анфисы наладились какие-то отношения с лебедями. Они уже... Максим отошел, и Маша тоже вот стала. Молодец. Они уже, так сказать, друг друга терпят. Вот такого опасения, какого-то страха, особенно со стороны Анфисы, уже нет. А вот эта пара, Маша и Максим, они к котятам непривычные. Они их, в общем-то, толком и не видели. Поэтому есть некоторое беспокойство. Вот. Маша с аппетитом ест. А почему ты в его присутствии-то не ела из ведерка? Совсем притесняет, да? Мужлан. Этот мужлан совсем ее притесняет. Она красивая. Ну, смотрите, какая она красивая. Да. Ну, она вообще красивая. Тонкая, звонкая такая. Что, дорогие, вам 2 дня осталось. Через 2 дня плюс 5 уже будет. Ну, вы заходите, если что. Да. Да. Вот то, что лебеди едят из ведра, это для них непривычно. То есть тоже надо понимать, что это для них некоторые
некоторая нестандартная ситуация. Ну вот я сошел на лед, и фотосессия Максима, красавца Максима. Вот он стоит, позирует, молодец. А вот это я решил прогулять Анфису на 8-метровом поводке рулетки. У нее огромная степень свободы, может идти куда хочет, и она решила отправиться погулять по льду. А я опрометчиво пошел за ней. Ну, смотрим, что получилось. Вот там тростник, зона тростника. И я был уверен, что там лед уже промерзло все до дна. Эта зона была замерзшей еще до того, как замерзло остальное озеро. И я был абсолютно уверен, что лед там толстый, там мелко. Ну, казалось бы, там все должно быть очень прочно. Но сейчас вы увидите, что я в своих расчетах ошибался. Вот я неосмотрительно иду. И снимаю одновременно, и вот оно. Вот смотрите, я проделал вот такую лунку. Просто лед под ногой провалился. Ну, слава богу, я ничего не сломал, не упал. Вот. Быстренько отнес котика домой, переобулся и вернулся. И вот смотрите, Максим очень заинтересовался вот этой лункой, потому что там вода. Вот видите, он уже пьет, поднимает голову так. Вот. Маша заправляется, продолжает. А вот Максим очень заинтересовался лункой. Смотрите, ему понравилось, что есть возможность пить воду из озера. А немного погодя, Маша тоже подойдет к нему и тоже захочет вот из этой лунки попить. Соответственно, у меня возникла идея, что помимо ведра, помимо воды в ведре, хорошо бы им иметь и такой естественный источник воды. Поэтому я решил пробить лунку рядом с кормушкой. Вот. Я сходил за кувалдой. Вот. И немного погодя посмотрите, что у меня получилось. Видите, Максим пьет воду из лунки, а Маша уже встала в очередь. Она тоже хочет, ей тоже хочется. Да, вот она тоже видит, что делает ее друг. Вот. И планирует тоже. Ну, пока ее не пускают. Ей надо ждать. Она у нас всегда в очереди вторая. На все блага. А Максим просто кайфует. Вот так поднимает. Вот. А я тем временем вот кувалдой уже поработал. В общем-то это было не очень сложно. Я вам покажу толщину льда чуть позже. И вот она лунка. То есть есть вот кормушка, ведро и рядом лунка. Ну, вот толщина льда примерно 5-6 сантиметров. А вот немножко погодя увидим, что это была очень правильная идея. А вот Максим стал пробовать другой корм. Это кукуруза злаковые, такой перетертые. А я добавляю немножко воды, делаю консистенцию, как у мокрого песка. Вот, но все равно такую еду, если вы смотрели предыдущие серии, а лебеди все равно окунают клюв в воду. Вот, то есть набирают вот эту смесь, потом опускают клюв в воду. И вот Максим тоже пошел запить. Ну, то есть моя лунка оказалась востребована. Ну, потом увидите, Маша тоже ей будет пользоваться. То есть очень важно, чтобы при кормлении лебедя у него был доступ к воде. Тонкая шея длинная, клюв устроенный таким образом. Вот, он не может жевать, у него нет зубов, он перетирает. Вот. И, соответственно, в зависимости от того, какая пища, велика вероятность, что он не сможет проглотить. Поэтому вода очень важна в системе питания лебедя. Котик Вилли сейчас покажет, куда он хочет. Смотрите, он говорит, я туда хочу.
Ну-ка, быстро открыли. Ну, я, естественно, тут же засуетился. Сейчас ему откроют. А вот в конце мы с вами увидим другое семейство. Вот это пока все еще Маша и Максим. То есть они перекусили, и они дня 3 к нам ходили. Вот. Я еще раз съездил в заповедник, полетал, на всякий случай посмотрел. Вот это очень красивые деревья, там дорога. И очень красивые деревья, на них такой снег. А вот это у нас уже голубь. Их не было неделю. Неделю не знаю, где они были, куда летали. А через неделю вот такая картинка. Голубь пришел первый, уже закусывает. Он за спиной у меня сейчас, я снимаю. Это у нас голубка. И там подтягиваются бронеподростки. По льду выстроились гуськом. Про них будет отдельный фильм довольно скоро. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!